данным, которые более декомпозированы или же подробные. Перед вами карта, класс социальное жилье. На карте вы видите два административных района города Сумы. Бросается в глаза, что наибольше всего подорожал Ковпаковский район на 0,92% за месяц. Ну, друзья, кто из Сум смотрит, то есть это старый район, здесь, в общем-то, достаточно, так сказать, старый жилой фонд. Почему он подорожал почти на 1%, несложно сказать. А вот Заречный район – это новый район, там и жилищные комплексы более-менее такие современные. Здесь мы видим, что меньше подорожала недвижимость на 0,42%, напомню, всего лишь за один месяц. В целом рост плюс 0,66% по данному классу жилья в городе Сумы. А следующий слайд, здесь мы будем говорить о квартирах эконом-класс. Конечно же, эконом-бизнес-класс – это у нас также вторичный рынок. Рост плюс 0,17%. Также можете посмотреть в разрезе административных районов, что произошло с недвижимостью в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра и рост в процентном соотношении. Следующий слайд посвящен первичному рынку. Квартиры эконом-класс показали динамику роста 0,5% за месяц. Ничего себе, да? Смотрим стоимость квадратного метра в абсолютных цифрах и в разрезе административных районов. И рост в данном случае видим также уже в процентном соотношении за месяц. И последний слайд, посвященный, так сказать, вот этим колебательным процессам длиною в один месяц. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс. Это квартиры, не сданные в эксплуатацию, напомню вам, мы говорим о первичном рынке. Здесь динамика роста плюс 0,29%. Можете посмотреть по админ-районам, что произошло в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра. И в данном случае рост в процентном соотношении. Еще раз, друзья, напомню вам, посмотрите на географию расположения Сумской области города Сумы. Показываю указочкой. Вот это граница с Российской Федерацией. То есть граничит с Курской областью, по-моему, немножко еще с Брянской областью. Там один переход, наверное, есть. Ну, если не прав, то поправите. Но, по-моему, и с Брянской областью есть, Сумская область граничит. То есть плюс активные боевые действия в Сумской области проходят. Поэтому с чем связан рост? Ну, просто не могу себе предположить. Еще раз могу только сказать, что это колебательные процессы длиною там, в месяц-два, в квартал максимум. Да? То есть они ни о чем пока не говорят. Но цифры мы зафиксировали, и я вам их, так сказать, показал.